Всем привет! Сегодня я решил записать для вас видео, в котором объясню некоторые достаточно популярные слова, фразы и выражения, которые мы используем при неформальном общении. Может быть, мы можем сказать, что это сленг. Может быть, нет. Я не знаю. Если честно, я не знаю, что является сленгом, а что не является. Но, как бы то ни было, те слова, которые я сегодня буду объяснять, относятся к неформальному стилю речи. Сейчас, в этот момент жизни, я не рекомендую вам использовать эти слова, если вы общаетесь с русскими людьми. Очень часто иностранцы не понимают, как правильно и красиво использовать неформальный стиль в своей речи. И это абсолютно нормально, потому что для этого нужно очень хорошо чувствовать культуру и очень хорошо видеть и различать маленькие детали этой культуры, а для этого нужно очень много времени. Но в любом случае я рекомендую знать эти слова для того, чтобы вы могли нормально понимать русских людей в разных неформальных ситуациях. Окей. Первое слово – блин. Блин. Вообще, блин – это. Блин – это еда. Традиционная русская еда. Но иногда мы используем слово «блин» в абсолютно другом контексте. Я не знаю, но, если честно, я думаю, что русские люди или русскоговорящие люди используют слово «блин», когда на самом деле они хотят сказать «блядь». Это типа как в английском языке можно сказать sugar вместо того, чтобы сказать shit. Я не знаю, насколько это популярно, но, по крайней мере, я знаю одну американскую девушку, которая говорила sugar, когда она хотела на самом деле сказать shit, но не хотела произносить плохие слова. Так что, возможно, аналогия в русском языке – это говорить «блин» вместо слова «блядь». Я думаю, что «блин» – это неплохое слово. Оно неформальное, 100% неформальное, но неплохое. Например, я могу спокойно использовать это слово, когда говорю с мамой или с бабушкой. И иногда, даже если говорю, например, с мамой или с родителями моих друзей. Если я хорошо знаю этих людей, я могу использовать это слово. Итак, мы говорим слово «блин» в разных ситуациях, но очень часто мы используем его, когда хотим выразить какую-то отрицательную, негативную эмоцию или агрессию. Например, «Блин, кто-то узнал данные моей банковской карты. Теперь мне нужно заблокировать ее и открыть новую. Блин». Также иногда мы используем слово «блин» не для того, чтобы выразить негативную эмоцию, а для того, чтобы усилить любую эмоцию. Усилить значит сделать более сильной, когда мы хотим сделать любую эмоцию более сильной. Например, «Блин, это очень вкусная пицца». Это значит «Вау, это очень вкусная пицца». Или другой пример. «Я устал. Я, не знаю, как жить.
Я, не понимаю, что мне делать. И также иногда мы используем это слово просто как паразит. Слово «паразит». Я не знаю, зачем люди используют слова «паразиты», но, это удобно. Окей, второе выражение. В натуре. В натуре. Вообще, в натуре это не самое популярное выражение, и я думаю, что у некоторых русскоговорящих людей это выражение будет ассоциироваться с низким слоем общества. Типа как в Соединенных Штатах Америки есть white trash, в России есть быдло. И, может быть, у некоторых людей выражение «в натуре» будет ассоциироваться с быдлом. Но, тем не менее, в моей жизни это выражение есть, и сам я иногда его употребляю. Сам я иногда его использую. Итак, в натуре значит правда, реально, серьезно. Например, друг, это в натуре хорошая музыка. Я очень рекомендую тебе ее послушать. Это в натуре хорошая музыка. Это реально хорошая музыка. Или, например, диалог. Есть новость. Моя жена беременна. Воу, в натуре? Да, братан, скоро я стану отцом. Или другой пример. Ты в натуре не понимаешь, что курение вредит твоему здоровью? Ты в натуре это не понимаешь? Ты правда это не понимаешь? Хорошо. Третье слово. Слово «типа». Типа. Типа – ужасное слово. Типа – это слово «паразит». Типа – это слово, которое используют люди, которые не очень хорошо умеют долго и красиво говорить. И поэтому они используют это слово «паразит» для того, чтобы у них было время подумать. Я думаю, что в английском языке аналогом может быть слово «like». А в испанском языке, например, слово «tipo». Я знаю, что раньше в Мексике, сейчас тоже может быть, не знаю, но раньше в Мексике многие люди использовали слово «паразит» «tipo». Я думаю, это очень похоже на русское слово «типа». Например, я работаю преподавателем русского языка как иностранного, и мне нравится эта профессия, потому что я каждый день разговариваю с интересными людьми. Я крайне не рекомендую использовать это слово. Крайне не рекомендую значит очень не рекомендую. Я крайне не рекомендую использовать слово «типа». Нет, конечно, вы можете использовать это слово, но лично для меня это звучит некрасиво. Хотя я сам регулярно его использую. Но, тем не менее, вы должны знать это слово для того, чтобы понимать людей, которые не очень хорошо умеют говорить красиво и правильно. Окей, на сегодня это все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если оно вам в натуре понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И если вы хотите, чтобы в будущем я сделал похожее видео, то вы можете написать мне об этом в комментариях к этому видео. Удачи! Пока!